90% мыслей в твоей голове не твои. Разберем основные причины. Пострадал от чужого мнения, замучили мысли в голове, которые еще и чужие. Зависть съедает изнутри, сам не хочешь, но всем грубишь, себя не узнаешь. Ходишь с кислой физиономией полдня, только и крутишь в голове. И я хочу такое, или я хочу так. Все развлекаются, ты в тревоге, без видимых причин. Нет никакого желания. Не знаешь, как заговорить или позвонить, ждешь идеального момента, прокручиваешь все в голове, мучаешься. Делать ничего не хочется. Даже дома просят навести порядок. Ты недовольный, огрызаешься с каждым словом. Лег и лежишь. Часто растерян даже в мелочах. Не знаешь, как выбрать. Чужие мысли, зависть, тревога, идеальный момент, лень, выбор. Все эти понятия – это все звенья одной цепи, которая ведет к застою. Если разложить их логически, получается замкнутый круг, где одно подпитывает другое. Обо всем об этом по порядку. Сегодня говорим про чужие мнения, которые приводят к чужим мыслям в твоей голове. Это глубокий психологический процесс, который часто называют социальным программированием или конформизмом мышления. Суть в том, что мы не просто слышим чужое мнение, мы постепенно начинаем использовать чужие логические цепочки, как свои собственные. Вот как это происходит поэтапно. Информационный шум. Вы регулярно слышите определенное суждение от авторитетов, друзей или СМИ. Сначала ваш мозг помечает это как чужую информацию, эффект иллюзорной правды. Чем чаще повторяется какая-то мысль, тем более знакомой она становится. Мозг ошибочно принимает знакомое за истинное. Чужое мнение перестает вызывать критическое отторжение. Интернализация – этап присвоения. Вы сталкиваетесь с ситуацией, где нужно принять решение. Вместо того, чтобы анализировать ее с нуля, мозг подсовывает уже готовую, знакомую конструкцию. Вы произносите ее вслух или про себя, и в этот момент она становится вашей мыслью. А вот пример. Назовем его ловушка успешного успеха. Представьте молодого человека, которому нравится заниматься ремеслом. Например, чинить технику или заниматься столярным делом. В соцсетях и окружении постоянно транслируются мысли. Настоящий успех – это только IT, инвестиции или жизнь в Дубае. Работа руками – это для тех, кто не состоялся. Сначала ты игнорируешь это, но видя сотни постов и слыша советы друзей, знакомых, родителей, найти серьезную работу, ты начинаешь сомневаться. Но результатом чужой мысли становится то, что ты однажды утром просыпаешься и задумываешься: я занимаюсь какой-то ерундой, я неудачник, мне нужно срочно идти на курсы программирования, даже если я ненавижу это. Что произошло? Твое личное ощущение счастья, радости от труда было подавлено чужой мыслью. Теперь ты живешь в состоянии внутреннего конфликта, потому что твои действия диктуются не твоими ценностями, а вирусом извне. Как это распознать? Если вы поймали себя на какой-то категоричной мысли, попробуйте задать себе вопрос: а это точно мое мнение? Если бы я жил на необитаемом острове и меня никто не видел, я бы думал так же? Ведь часто мы строим фасад не для себя, а для тех, кто на нас смотрит. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение. В следующей части этой цепочки мы разберем тему зависти. Чувство, которое рождается именно там, где заканчивается наша аутентичность.